В прохладное утро Чикаго улицы были окутаны легким туманом, и стеклянные фасады небоскребов отражали блеклый свет восходящего солнца. Город только просыпался. Спешащие офисные клерки, запах свежего кофе из маленьких уличных кофеен, гул машин, смешанный с криками уличных торговцев. В этом шумном мире, полном движения и равнодушия, на тротуаре у парка сидела молодая художница Эмма Сандерс. Ее руки дрожали так сильно, что мазки на холсте часто ложились неровно. Но она упорно продолжала писать. Каждый штрих становился вызовом болезни, каждый рисунок был шагом в сторону жизни, которую болезнь пыталась у нее отнять. Ее картины были наполнены светом и воздухом, несмотря на то, что сама Эмма жила в постоянной тени боли и усталости. В каждом полотне детская непосредственность и взрослое отчаяние. Она знала, ее искусство должно приносить деньги. Каждая проданная работа означала еще один шанс оплатить лечение, еще один месяц надежды. Но прохожие редко задерживались возле ее картин. Люди скользили мимо, занятые своими заботами, не замечая ни красоты на холсте, ни страха в глазах девушки. Однажды, когда внезапный порыв ветра сбил ее работы с мольберта, холсты, словно раненые птицы, рассыпались по тротуару. Люди, спеша на работу, переступали через них, не глядя вниз. Эмма с усилием пыталась собрать картины, но ее пальцы дрожали так, что полотна выскальзывали из рук. Именно в этот момент рядом остановился мужчина. Он поднял один из холстов, бережно стряхнул пыль и протянул его девушке. Это был Джейсон Миллер, высокий, немного усталый человек с внимательным взглядом. Его собственная жизнь была далека от легкой. После смерти жены он воспитывал маленькую дочь Лили, и его будни давно превратились в череду забот, где на собственные мечты места почти не оставалось. Когда из сумки Эммы выпал конверт с медицинским счетом, Джейсон заметил его и понял, эти картины не просто увлечение. Это борьба, в которой кисть стала последним оружием. Он купил несколько полотен, сказав, что они нужны его дочери. Лили обожала рисовать и после смерти матери находила утешение только в красках. Так искусство Эммы стало невидимой нитью, связавшей троих людей: девушку, уставшую от болезни, мужчину, израненного потерей, и ребенка, ищущего свет. Постепенно картины Эммы начали занимать все больше места в доме Миллеров. Яркие облака и мягкие оттенки рассвета, написанные ее рукой, висели над кроватью Лили, создавая в комнате атмосферу уюта и надежды. Джейсон видел, как девочка снова улыбается, глядя на работы художницы. Он понимал, что не может оставить все как есть. Благодаря его настойчивости вскоре была организована небольшая выставка в местной галерее. Там работы Эммы впервые оказались в центре внимания. Люди, привыкшие проходить мимо на улицах, останавливались, всматривались в ее полотна и видели в них то, что прежде игнорировали — искренность и хрупкую красоту жизни. Галеристы заметили ее талант, критики заговорили о редкой эмоциональной силе ее картин. Вместе с признанием пришла и помощь. Спонсоры предложили оплатить лечение, а покупатели начали интересоваться ее работами. Месяцы борьбы оказались тяжелыми. Долгие дни в больнице, усталость, моменты, когда казалось, что сил больше нет. Но теперь рядом были Джейсон и Лили. Девочка с восторгом училась у Эммы рисовать облака, легкие, почти прозрачные, похожие на дыхание. Джейсон поддерживал обеих, создавая вокруг них ощущение дома и стабильности. История Эммы перестала быть только историей болезни. Она превратилась в историю семьи, рожденной случайной встречей на холодной улице Чикаго. В историю о том, как искусство может спасти не только автора, но и тех, кто в нем нуждается. В историю, где надежда оказалась сильнее одиночества, а три человека нашли друг в друге новую жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.